Приветствую. Сегодня у меня небольшое сравнение двух EDC ножей для города. Именно исключительно для города, как мне кажется, они очень хорошо подходят. Первый это Victorinox Climber или Climber. И второй это Victorinox Compact. Какое-то время назад ходил с компактом, перешел на Climber. И, честно говоря, немножко раздосадован тем, что раньше пользовался компактом. Сейчас более подробно расскажу. Давайте сначала рассмотрим каждый нож, и потом перейдем к его, каждого из них, плюсам или минусам. Для кого что лучше, для кого что хуже. Итак, начинаем. Я сейчас пока разберу, открою каждый нож, чтобы мы могли поговорить более конкретно. Так, ну вот у меня есть два ножа разложены, то есть компакт и Victorinox. Значит, компакт у нас весит порядка 64 грамм. И Climber порядка 87 грамм. Что тот, что другой достаточно не тяжелые. Значит, мы видим в разобранном виде два ножа. Компакт и Climber. Значит, у компакта особенность, он двухлинейный. Climber у нас трехлинейный. Лишняя линия добавляет нам дополнительный набор инструментов. Что мы имеем у Climber дополнительно? У компакта у нас один инструмент в виде открывашки для консервов, в виде отвертки и плоской, и крестовая отвертка, то есть он использует вот таким вот образом, если требуется открутить крестовую. У нас не хватает здесь шила, в Climber есть шило, в Climber разнесенные открывашки, в Climber дополнительный маленький ножик. По весу мы посмотрели, что они не сильно отличаются, скажем так, 87 грамм носить на кармане достаточно вменяемо. Какие интересные моменты я увидел раньше, нося с собой, держа с собой, кстати, компакт. И какое-то время назад я вот хожу с Climber, и на самом деле чувствую себя немного более уверенно. И с другой стороны, немного более, что ли, недовольным, потому что использовал раньше компакт. В компакте, так как мы имеем один нож, мы привыкаем к нему. То есть я знаю, что всегда от кольца открывая, я открываю нож. Если у меня открываю что-то в сторону кольца, то я открываю всегда ножницы. И сейчас, имея в Climber два ножа, то есть маленький и большой, даже когда мне нужно открыть маленький нож, я автоматически открываю большой. Честно говоря, это немножко неприкольно, вот такая вот дурная привычка появилась после компакта, и я теперь очень редко, получается, использую маленький нож. Надо отвыкать. По поводу единственного инструмента, который у меня вообще нет никаких претензий, это, наверное, ножницы. Ножницы шикарные. Это у нас длина 91 миллиметр. Ножницы шикарные. То есть лучше ножницы найти, наверное, очень-очень сложно. К открывашке есть вопросы. Раньше, то есть я знал, что у меня есть вот такой вот инструмент. Кстати, хочу как раз проверить его толщину. Так, он где-то 1,5 миллиметра, 1,55. Так, ровно у меня в ноль все. Так, давайте самое толстое место. 1,58. А спереди 1,1. То есть это как бы достаточно мощный инструмент, например, как что-то там подтянуть, какой-то гвоздь выдавить. Но видя толщину, то есть вы видите, фактически здесь где-то 1 миллиметр, я никогда не мог на этот инструмент рассчитывать. Он очень тонкий. А в Climber как раз мы имеем совершенно другую ситуацию. Я теперь чувствую себя намного удобнее с этим инструментом. Вот как мы видим, такая плоская отвертка, она более мощная. Давайте посмотрим, что у нас в самом толстом месте. Тут полноценных 2 миллиметра. Вот здесь у нас все еще так. Где-то
Вот здесь у нас все еще практически 2 миллиметра. Ну и ближе к кончику 1,3. Соответственно, с этим инструментом я себя чувствую более уверенно, потому что я знаю, что этот инструмент меня не подведет. Этот может подвести. То есть, используя компакт, раньше был не до конца уверен в своих возможностях его использования. Сейчас, на самом деле, мне больше как раз нравится ходить с компактом. И то, что мы имеем два отдельных инструмента, давайте, кстати, и второй померяю по толщине. Мне интересно, какой он. Мне кажется, он тоже такой не маленький. Да, фактически 2 миллиметра по толщине и второй. И в этом случае мы имеем очень большое удобство. То есть я что один, что второй инструмент могу использовать как такую маленькую отмычку. То есть что-то подтянуть. Здесь мы имеем тонкую отверточку маленькую. 4 миллиметра, наверное. То есть я могу и скрепочку какую-то подхватить и так далее. То есть у меня нет потребности, используя климбер теперь, нет потребности ношения с собой вот такого вот маленького инструмента. Когда я носил с собой компакт, было некоторое неудобство. То есть я знал, что я немного, скажем так, ограничен в его возможностях. Следующий момент интересно, что здесь есть шило, и шило с дырочкой. Тоже иногда какую-то вещь удобно сделать именно шилом. Чего здесь, наверное, немножко не хватает, чуть-чуть. Это напильника, вот здесь вот напильника для ногтей, такой маленький, который есть именно на компакте, на крючке. Я почему-то не могу его найти на каком-либо другом. Он почему-то только на компакте. Если бы все вот эти вот крючки имели здесь напильники, было бы, наверное, намного более интереснее. Так что скажу честно, после сколько, наверное, уже больше месяца, как использую климбер вместо компакта, честно говоря, очень доволен. И вот недоволен определенной, как я говорил, по поводу компакта. Что недоволен тем, что он меня приучил, что у меня есть только один нож. А викториноксы как раз очень хороши тем, что у нас есть два ножа и плюс два разнесенных элемента. Вот это очень-очень классный момент. А что вот такой какой-то небольшой короткий отзыв. Если кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Если есть какой-то вопрос или замечание, оставляйте в комментариях. И всем удачи!